Привет! Это рекомендации Тостер. Коротко о главном при выборе бытовой техники. Выбираем стиральную машину. Первое, что нужно учитывать при выборе габариты стиральной машины. Все зависит от того, сколько у вас для нее места. Ширина и высота у большинства стиральных машин одинаковые, 60 и 85 сантиметров соответственно, плюс-минус пара сантиметров. А вот с глубиной дело другое. Самые большие машины полноразмерные, у них глубина обычно около 60 сантиметров. У узких моделей 40-50, у суперузких есть и такие 30-35 сантиметров. Моя рекомендация такая. Полноразмерная модель, если место позволяет. И не только для тех, кто много стирает. Дело в том, что эти модели обычно с большой загрузкой, и объем стирального барабана у них больше. Это важно при стирке больших объемных вещей. Вот футболочки вам и суперузкая маленькая машина постирает, а вот с постельным бельем, большими покрывалами и пуховиками, например, точно лучше справится полноразмерная. Есть еще варианты. Компактные стиральные машины, которые, как правило, устанавливаются под раковину. Их высота около 70 сантиметров, ширина 50, а глубина около 40 сантиметров. Плюс у некоторых производителей есть нестандартные варианты. Например, глубиной 46 сантиметров, но шириной 70 и высотой около метра. Такие габариты дают возможность увеличить загрузку, например, до килограммов 10, оставаясь при этом в узком формате по глубине. И еще, например, машины с большой загрузкой, до 17 килограммов, они тоже шире и выше обычных, плюс увеличена почти до 80 сантиметров глубина. Помните также, что перед стиральной машиной нужно пространство, чтобы открывать загрузочный люк, а за ней обычно требуется немного места для шлангов. Загрузка напрямую зависит от габаритов. Чем больше машина, тем больше в нее помещается вещей. У полноразмерных моделей загрузка обычно 9-10 килограммов. Есть отдельные экземпляры с большей загрузкой, до 12 килограммов, например. Узкие модели сейчас могут вмещать до 8 килограммов, а суперузкие 4-6 килограммов. Интересно, что за последние лет 10 загрузочные показатели стиральных машин заметно выросли. Раньше полноразмерные модели вмещали до 6-7 килограммов, а появившиеся позже узкие вообще по 4-5. Конечно, современные технологии позволяют немного уменьшить некоторые внутренние элементы стиральных машин, от чего-то даже совсем отказаться. Благодаря этому можно увеличить объем барабана, но чтобы показатели так выросли при неизменных габаритах, на мой взгляд, часто производители, не то чтобы врут, но, скажем так, слегка преувеличивают загрузочные возможности своих моделей. Мой совет, чтобы стирка была эффективной, чтобы вещи хорошо отстирывались, не перегружайте машину. Оптимально загружать ее примерно на 2/3 от указанного максимума. Кстати, не забывайте, что всегда же обозначается максимальная загрузка для сухих хлопковых вещей, а для других тканей она обычно заметно ниже. Эта информация всегда есть в инструкции. В магазинах есть два типа стиральных машин с фронтальной и вертикальной загрузкой. Качество стирки у того и другого типа одинаковое. Подтвержденных данных о том, что вертикалки, например, более надежны, тоже нет. Да, обращений по ним в сервисы меньше, но и в эксплуатации их ощутимо меньше, чем моделей с фронтальной загрузкой. Они просто, не так популярны и распространены. Так что просто выбирайте, как вам удобно загружать вещи, сбоку или сверху. В первом случае машина может служить еще полочкой для разных мелочей, которые можно на ней разместить. В моделях с вертикальной загрузкой так сделать не получится, зато не нужно наклоняться при загрузке и выгрузке вещей. Также обращайте внимание на габариты. У машин с вертикальной загрузкой они отличаются от габаритов моделей с фронтальной.
Это, наверное, момент, который вызывает больше всего споров. Есть сторонники большого количества программ на все случаи стирки, скажем так. А есть те, кто утверждает, что все это фигня и маркетинговые штучки. Хватит и нескольких основных программ. Не буду никого разубеждать, но, на мой взгляд, хорошее программное меню — это просто про удобство и экономию времени. К тому же, каждая программа — это все-таки наиболее сбалансированный алгоритм для тех или иных тканей, вещей и типов стирки. Вот мой список того, что должно быть в современной стиральной машине. Ну вот помимо классических хлопковых циклов, программы для синтетики и особо бережного цикла. Это программа для смешанных цветных тканей. Но вот чтобы стирать вместе разные вещи, не задумываясь об их сортировке, когда это возможно. Это так называемый повседневный цикл, не слишком долгая стирка не очень грязных вещей. Вообще хорошо, когда есть несколько ускоренных циклов. Часто же вещь надел вот разок и стирать ее пару часов потом, просто не нужно и не полезно для сохранности самой вещи. Часто я использую программу для стирки спортивных вещей, стираю форму после спортзала. Есть программа для джинсовых и темных тканей. Отлично, удобно же. Семьям с маленькими детьми пригодится специальный цикл для детских вещей. Обычно на определенном его этапе температура воды повышается до 60 градусов. Такая дополнительная гигиена. Стирка шерсти тоже важно. Я не часто использую специальную программу для этого, но опять же удобно, когда она есть. На самом деле список можно продолжать. Повторюсь, я люблю, когда программ много. Но лучше вы сами перед покупкой познакомьтесь с программным меню и решите, в какой из рассматриваемых моделей вам оно больше подходит. Конечно, большее разнообразие программ, оно в моделях подороже. В более доступных всегда есть базовый набор. И вот тут как раз важно, чтобы была возможность температурных настроек, выбор оборотов отжима для любой программы, и чтобы реально можно было варьировать циклы под стирку разных вещей и тканей. Не стану отговаривать вас от покупки стиральной машины с классическим мотором и ременной передачей. Это зарекомендовавшие себя технологии, которые работают и вполне надежны. Но все же инверторный мотор с прямым приводом, который сейчас устанавливают во многие стиральные машины, это, скажем так, последнее слово, наиболее современный вариант. Плюс в несколько более высокой энергоэффективности. Экономия энергии, она может быть не особо заметна, особенно если не часто стираете, но все же она присутствует. Например, благодаря инвертору мотор, он выдает именно ту мощность, которая нужна для вращения барабана с бельем, исходя из его загрузки, которая предварительно определяется. Наверное, все же более очевидное преимущество — это долговечность за счет отсутствия изнашивающихся элементов мотора, таких как электрощетки, например, или передаточный ремень. Плюс тихая работа. Мотор реально не слышно во время стирки. Только вода и вещи плещутся. Хотя во время отжима шум от работы стиральной машины, он, конечно, все равно есть. Есть и модели без прямого привода, с традиционной ременной передачей, но с инверторным контролем мощности мотора. Стиральные машины с сушкой – это неплохой вариант, если не хотите или негде развешивать после стирки вещи, и если нет возможности приобрести отдельную сушильную машину. Своего рода компромисс. После стирки вы будете получать чистые и уже сухие вещи. Но есть и минусы. Зачастую вещи могут быть довольно измятыми после сушки. У меня дома сейчас стирально-сушильная машина, я знаю, о чем говорю. Особенно это касается вещей таких покрупнее, объемных, постельное белье, покрывало. Такие вещи иногда еще и могут быть не до конца просушенными. Измятость и недосушенность случаются, потому что объем барабана в сравнении с отдельными сушилками небольшой. Вещам просто тесно, и не спасает зачастую даже то, что максимальная загрузка для сушки
Это обычно половина загрузки для стирки. Помните также, что сушка – это ощутимый дополнительный расход электроэнергии. Как правило, никакого теплового насоса, который существенно этот расход сокращает, как вот в современных сушильных машинах, в стирально-сушильных нет. А нагрев теном воздуха – дело заметно более энергозатратное, чем им же нагрев воды. Но я не отговариваю вас от покупки стирально-сушильной машины. На мой взгляд, с ней в определенных ситуациях все равно лучше и легче, чем без нее. Я вот не отказываюсь от сушки некоторых вещей, несмотря на все обозначенные минусы. Ну, не для всех мятые простыни — это прямо ужас-ужас. Начну с автовзвешивания. Машина самостоятельно определяет степень загрузки, чтобы, исходя из этого и других установок, создать оптимальный алгоритм стирки. Ну, рассчитать ее время и расход воды — опция полезная. Если загрузка, например, небольшая, то стирка займет меньше времени, воды и электроэнергии тоже будет потрачено меньше. Автовзвешивание сейчас есть даже в относительно недорогих моделях, но совсем базовые модели пока могут быть без него. Изменение времени стирки. Если нужно постирать быстрее, можно сократить время этой самой стирки, заранее выбрав эту опцию, и даже в зависимости от модели конкретное новое время стирки. Иногда может пригодиться. Стирка в этом случае действительно закончится быстрее. Порой экономия времени может доходить до 50%, но обычно она в этом случае и более интенсивная, в смысле вот механического воздействия на вещи. Плюс я бы рекомендовал загружать немного меньше вещей при использовании этой опции. Пар в стиральной машине. Обычно это добавление парообработки к определенным циклом стирки. Вот в части моделей могут быть отдельные паровые программы освежения вещей паром без стирки, устранения легких складок, запахов. Производители все это паровое счастье позиционируют как такую дополнительную гигиену, обозначает антиаллергенный эффект. Я, честно говоря, довольно скептически отношусь к пару в стиральной машине, и для меня его наличие или отсутствие, ну вот точно не определяющий фактор при покупке. По мне, так больше маркетинга тут, чем реальной пользы для стирки. А вы напишите в комментариях, что думаете. Пользуетесь ли и нравится ли пар в стиральной машине? Куда больше пользы, на мой взгляд, особенно для аллергиков, возможности добавлять к программам стирки циклы полоскания. В определенных моделях, довольно во многих, есть возможность добавить до 3-4 дополнительных полосканий, что точно обеспечит, к примеру, вымывание из тканей остатков моющих средств. Автодозировка жидкого моющего средства. Это удобно. Налил в машину средство и кондиционер, а в некоторых моделях вместо кондиционера можно наливать и второе моющее средство, ну, потому что они же разные бывают нужны, но так не во всех моделях. Так вот, налил и стирок на 20 забыл об этом. Машина все сама рассчитает, когда и сколько жидкого средства использовать. В целом это довольно полезная опция. Мы же обычно вечно льем больше, чем нужно. Мол, отстирается лучше. Ну, хотя это совсем не так. Есть обычно и ручные настройки. То есть вот объем подаваемого средства можно выбрать. Или можно вообще отключить автоподачу и использовать, например, классический стиральный порошок. Вообще у нас есть видео о стиральных машинах с автодозировкой. Ссылку оставим в описании этого видео. Рекомендую посмотреть. Ну и, конечно, нельзя не сказать об удаленном управлении. Его смысл не только в том, чтобы, ну скажем так, из Парижа стиркой в Москве управлять. Да, контролировать процесс удаленно можно, и в некоторых ситуациях это может пригодиться. Но для меня больше смысла в том, что через мобильное приложение часто открывается доступ к дополнительным программам стирки, да, которых изначально нет в памяти стиральной машины. Плюс вот человек, который не слишком сведущ в стирке, он может не ошибиться в выборе нужного цикла, руководствуясь подсказками мобильного приложения. То есть все правильно постирай, ничего не испортится. В общем, для кого-то это все игрушки, без которых вполне можно обойтись, и я вас понимаю, но кому-то реально эта опция поможет. Это было коротко, самое важное, на что рекомендуем обратить внимание при выборе стиральной машины. Смотрите наши тесты и обзоры бытовой техники на YouTube, читайте статьи в Яндекс.Дзене и на сайте Toster.ru, подписывайтесь в соцсетях.
Тостер — это полезно.